привет, ребята! Вы знаете, я заранее хочу извиниться за посторонние шумы, потому что на улице уже неделю что-то усердно ремонтируют, и поэтому я не могу это контролировать, так что сори, если что. Но мы здесь сегодня с вами собрались, потому что у Spiritbox вышел дебютный альбом. Вышел он 17 сентября на лейбле Pale Chord Music и Rise Records. Общая продолжительность альбома 43 минуты, и всего нас ждет 12 треков. Ребята подогревали наш интерес всевозможными синглами, которые действительно взорвали и дали хороший старт группе. Ну что, давайте приступим к разбору. Нам не терпится выпустить наш дебютный альбом. Это тот объем работы, который мы накапливали более 2 лет. Процесс записи был отложен в связи с пандемией на столь длительное время. Мы не хотели так долго тянуть, но мне кажется, это помогло песням стать еще сильнее. Мы написали эту песню в январе 2020 года и сразу поняли, что это будет вступление к альбому. Это та драма, которую я ищу, когда слушаю начало альбома. Это похоже на то, когда группа только выходит на сцену. Когда я ее слушаю, то удивляюсь гибкости своего голоса, потому что у меня долгое время была травма голосовых связок. Все окончательно восстановилось за последние пару лет, так что это похоже для меня на мини-праздник, на котором я снова чувствую себя самой собой. Мне песня понравилась с первого прослушивания, и та драма, которую хотела передать Кортни, действительно получилась. Она прекрасно сочинила вокальную партию и напомнила мне Эми Ли, которая также красиво управляет легато, и ты как будто двигаешься по волнам ее голоса. Эта песня богата различными электронными эффектами и синтами, которые создают атмосферу чего-то космического. Вначале мы как будто слышим сердцебиение, которое показывает нам рождение альбома. Брейкдаун, кстати говоря, тоже шикарен. Я люблю Spiritbox за то, что они могут миксовать совершенно спокойные мотивы, мелодии с разрывными брейкдаунами, и получается реально крутой контраст. К сожалению, Кортни не дала четких комментариев касаемо смысла песни, поэтому я буду высказывать исключительно свои предположения. Возможно, Кортни говорит здесь о своих переживаниях, когда у нее была проблема со связками, ведь это большой удар для вокалиста, и она ждала, что все эти монстры в ее голове стихнут и все восстановится. Либо можно предположить, что здесь поется о более глобальном, проблеме экологии, то, какой разрушительный и паразитирующий по своей природе человек. Напишите свои предположения в комментарии. Это самая моя любимая песня в альбоме, но я не буду на ней останавливаться, потому что я делала реакцию, там подробно достаточно рассказала свое мнение, о чем эта песня, так что вы можете посмотреть, ссылка будет в описании. Но я просто хочу сказать Spiritbox спасибо огромное за этот трек. Это один из моих любимых треков. Я не часто скримлю в этой песне, но в ней определенно есть одни из самых тихих и страшных криков, которые я когда-либо слышала. Остальную часть песни я говорю, и моим вдохновением для этого послужила альтернативная музыка 90-х. А потом мы попросили Сэма Картера из Architects поучаствовать и записать вокал, и все вместе звучит потрясающе. Замечательная песня, мне нравится, как Кортни немного так роботизированно читает текст, и в целом чувствуется такая немного кибератмосфера в альбоме. Брейкдаун очень хорош, гитары просто сочнейшие, и Сэм великолепно вписался во весь этот движ. Но о чем же песня? Кортни упоминала, что песня написана о боли, которую она испытывала во время жутких мигрений. И действительно, в песне можно ощутить это состояние, когда ты не совсем понимаешь, что происходит, и голова просто взрывается. У меня в голове есть фантазия, где существует новый жанр музыки, который не имеет смысла, но он состоял бы из частей некоторых жанров, которые мне нравятся. И вот где живет Саммит. Трудно отнести ее к категории метал-песен, но гитара такая низкая и чистая. В плане вокала я черпала вдохновение из The Weeknd и Charli XCX. Безумно красивая песня, где вокал Кортни просто всячески извивается и тянет нас за собой. Очень нежная и плавная, но в то же время с характером. Это я про песню, если что. Кстати, эти кибермотивчики в музыке и вокале будут на протяжении всего альбома, что закрепляет его целостность. Но давайте теперь перейдем к посылу. Мне кажется, Кортни рассказывает здесь о том, что чувствует человек с разбитым сердцем. Он всячески пытается продолжать жить и всеми возможными путями залечить свои раны, и больше не бояться, что ему его снова разобьют. Ну, я этот текст для себя поняла так. Может быть, у вас будут другие предположения, напишите в комментарии обязательно.
Это один из первых треков, которые мы написали летом 2019 года, но тогда он был еще не совсем готов. Рабочее название было Chino, потому что он немного напоминает нам Deftones, которыми мы очень вдохновлены. Я думаю, что в этой песне такая приятная атмосфера, она окажется романтически грустной. С лирической точки зрения, это я, интроспективная и защищающая себя. Я думаю, что многие музыканты боятся потерять то, кем они являются, когда их звезда поднимается. Но я думаю, что это чувство может понять любой, кто находится в переходном этапе своей жизни. Не знаю, одна прекрасная песня за другой. Spiritbox меня очень порадовали. Мне нравится, как здесь гитарные рифы круто переплетаются с басом и придают песне грувчика. В этом плане немного Ginger напоминают. Ребята отлично передали ту романтически грустную атмосферу, о которой говорила Кортни. Здесь все прекрасно и гармонично. Я также советую вам заценить клип, если вы еще не видели, потому что я в свое время упустила и пожалела об этом. Многие песни в этом альбоме тяжелые, открытые и в то же время медленные, но все более насыщенные треки, такие как этот, были написаны позже. Когда Майкл, гитарист, впервые показал мне демо, я не знала, что делать, потому что мне всегда казалось, что вокал должен соответствовать энергии песни. Поэтому, когда есть что-то веселое, я стараюсь не думать о том, что сделал бы метал-вокалист. Я больше смотрю на то, что, по моему мнению, будут делать хорошие рэперы. Я никогда бы не смогла читать рэп, я действительно восхищаюсь тем, насколько они умеют работать в потоке. И тут начинается вторая часть альбома, и нас как будто бы переключают на более тяжелые песни. Этот трек по подаче напомнил мне While She Sleeps, а по инструменталу After the Burial. Кочевый однозначно. Мне показалось, что в треке говорится о том, как люди могут повлиять на нас, на наше мышление, особенно когда мы еще дети. Их слова или действия потом могут преследовать нас всю жизнь. Эта песня никогда не задумывалась как сингл. Мы написали ее в январе как злое, очищающее средство на мрачном атмосферном альбоме. Мы рассуждали. Давайте сделаем самую смешную песню, какую только сможем. Когда в марте у нас была возможность совершить поездку по Европе, мы решили включить незаконченную песню в наш сет, так как она нам очень понравилась. Одна из самых популярных песен в альбоме, и неудивительно, она очень напористая и мощная. Holy Roller относится к протестантским христианским прихожанам движения святости, таким как свободные методисты и уэслианские методисты. Этот термин описывает танцы, тряску или другие неистовые движения посетителей церкви, которые считают себя находящимися под влиянием Святого Духа. Люди, не входящие в эти конфессии, иногда насмешливо используют holy rolling, как если бы они описывали людей, буквально бесконтрольно катящихся по полу. И, собственно, в этом термине и заключается основной посыл песни. Это один из первых треков, которые мы написали, и я думаю, что он мой любимый. Наш продюсер Дэн действительно помог нам немного глубже изучить синтезаторную часть, взяв много отсылок к группам New Wave 80-х, таким как Tears for Fears и Depeche Mode. Мне просто нравится, насколько это тяжелая и красивая песня, и в ней есть удивительное гитарное соло Майкла, которое мне очень нравится. С лирической точки зрения, это о ком-то, кто находится на дне, но пытается не романтизировать это. Многие люди, кажется, восхищаются депрессией, но я думаю, что важно не увлекаться этим. Красивая такая песня, баллада, и действительно в ней есть дух 80-х. И гитарное соло очень выделяется и делает песню еще более замечательной. Что касается лирики, я зачитала вам комментарий Кортни, и действительно она смогла и голосом, и лирикой передать, как многие люди сами себя погружают в состояние депрессии, романтизируют и получают удовольствие, утопая в этих чувствах. Если вы впервые услышите эту группу с этого трека, то вам может показаться, что это какая-то зарубежная, такая попсовая группа или артист, но к концу трек раскачивается, и мы слышим уже фирменный спиритбоксовский такой звук, который они успели, кстати говоря, выработать за достаточно недолгое время. Мне нравится, что они не просто берут что-то из других жанров, но и полноценно пытаются их вписать в свои песни, и у них прекрасно выходит. А еще, пока я разбирала лирику, я поняла, насколько Кортни любит метафоры и расплывчатые выражения. Это круто и красиво, но иногда сложно понять, что именно она хотела сказать. Каждый раз, когда я слушаю эту песню, я испытываю разные эмоции. Мы написали ее до пандемии, до того, как группа начала добиваться успеха. Когда я дозаписывала ее уже в феврале 2021 года, мне было
было еще много чего сказать о том, насколько странен мир. Такое ощущение, что я просто наблюдаю, как все это происходит со мной. Как зритель, просто сидела у себя дома и видела, как все эти люди в сети начинают понимать, кто эта группа. Это странное чувство, и ты начинаешь беспокоиться, что можешь все испортить. Меня немного развеселил этот контраст, когда идут достаточно жирные такие рифаки, и вдруг Кортни начинает таким милым голоском напевать. В песне заедающий припев и жирный сочный конец, который не дает тебе заскучать под конец альбома. Несмотря на то, что многие песни достаточно мелодичные, спокойные и плавные, ребята знают, в какие моменты и как нужно взбодрить слушателей. Это любимая песня Майкла, как и Sun Killer. Мне просто нравится, насколько она драматична. Это тяжелая песня, и она дает мне много возможностей с моим певческим диапазоном. В большинстве этих песен я думаю о том, что не хочу напортачить и не хочу раздавить свой маленький дух. В ней я смотрю на всех этих успешных людей и на свою версию, которая собирается пойти на компромисс во всем, чтобы стать одной из них. На эту песню я также делала реакцию, так что ссылка будет в описании. Это песня о потере любимого человека, еще до того, как вы его физически потеряли. Кортни написала Констанс летом 2020 года, когда ее бабушка скончалась, и она не могла попрощаться из-за ограничений на поездки. Она написала ее с Диланом Хричуком из Versa Films, чья бабушка страдает слабоумием. Точно так же, как и Sun Killer однозначно должна была открывать альбом, а Holy Roller всегда понималась как середина, за которой следует Eternal Blue, Констанс предназначалась последнее место в альбоме. Но текст начал формироваться только в прошлом году, когда умерла моя бабушка. Написание этой песни помогло мне задуматься о чувствах потери кого-то, и она посвящена ей, потому что она всегда хотела, чтобы я выпустила песню, в которой нет скрима. Когда Holy Roller стал популярной, мы знали, что хотим использовать следующий сингл как заявление, чтобы показать, что мы не собираемся выпускать одно и то же снова и снова. Мы написали музыку для этой песни одновременно с Blessed Me и Rule of Nines, но я никогда не уделяла особое внимание текстам. Я пришла к нашему директору Дилану с предложением: давайте создадим клип и текст песни одновременно. Мы оба чувствовали, что обязаны сделать так, чтобы песня и история отражали то горе, которое мы оба испытывали по поводу недавней кончины наших бабушек. Из-за закрытия границы я не смогла попрощаться с бабушкой Филлис, которой посвящена эта песня, или присутствовать на ее похоронах. Я всегда обещала ей, что буду петь на ее поминальной службе, потому что она всегда просила красивую песню без этого страшного крика. Я надеялась, что написание этой песни без страшного крика поможет мне обрести чувство завершения. Дилан написал концепцию видео в честь своей бабушки Констанции, которой он посвящен. В наших музыкальных клипах обычно присутствует элемент ужаса, и мы хотели исследовать другую сторону ужаса. Ужас ощущения, что ваш разум предает вас из-за долгой борьбы с деменцией. С разрешения Дилана мы назвали песню «Констанс», чтобы увековечить ее историю. Ой, ребята, эта песня — потрясающее завершение альбома. Каждый раз, когда я слушаю ее, у меня слезы наворачиваются. Каждому человеку суждено пережить потерю близкого, и это ужасное чувство. Итак, давайте сделаем вывод. Этот альбом действительно феноменален. В нем 12 треков, и все они по-своему уникальны. Где-то ребята больше уходили в поп, где-то прослеживались нотки грува, индастриала и так далее. Мне нравится тенденция групп в последнее время не бояться и не зажимать свою музыку, творчество в какие-либо рамки. Альбом может вызвать у вас весь спектр эмоций. И поплачете, и потанцуете, и попоете, и башкой тоже потрясете. Мне очень хочется отметить работу и вокал Кортни. Она не выделяет его в песнях и не делает на нем акцент. Она поет вместе с инструментами, как бы плывет за ними и поддерживает общий тон и настроение песни. Это потрясающе звучит. Она прекрасно владеет легато и сделала этот прием своей фишкой, но при этом не забывала про необходимые акценты скримом и интонацией. И в целом ребята хорошо чувствуют друг друга и дополняют. Получаются завершенные, интересные, мелодичные песни. Я даже, если честно, не могу выделить какой-то проходной трек, потому что они все по-своему уникальны и интересны. Я могу только с точностью заявить, что моя любимая песня в альбоме — это Hurt You. И как вы думаете, претендует ли этот альбом на звание лучшего в 2021 году?
Мне кажется, определенно прекрасный претендент. Ну и что, буду ли я переслушивать этот альбом? Конечно. Этот обзор выходит намного позже, чем я хотела и планировала, но зато я успела в полной мере насладиться альбомом, прочувствовать каждый трек, и я поняла, что это действительно пушка. Спасибо вам большое за просмотр, напишите внизу в комментариях свой любимый трек из альбома и понравился ли вам вообще он в целом. Пока!